Глава 481. Уничтожение. 25 орков в плащах быстро прошли через лес. У них были лекарства, устраняющие запах тела, поэтому даже пастушья собака с самым острым нюхом не смогла бы их найти. Все эти люди были экспертами царства истинного духа, и все они были уважаемыми персонажами в городе боевых знамен. Некоторые были лидерами племен, а некоторые были хорошо известными генералами. Их возглавлял великий полководец города боевых знамен, сформировавший сильнейшую атакующую команду. Ответная атака города боевых знамен была полностью запущена. Они были готовы разрушить внешние производственные районы Комитета чудотворной торговли, чтобы создать хаос, прежде чем проникнуть в город чудес и дождаться возможности поймать их высокопоставленных членов, заставив город чудес пойти на компромисс или сдаться. Великий командир, мы собираемся достичь нашей цели. Хорошо, давайте двигаться быстрее. Командир орков был даже больше обычных орков. Каждая из его мышц казалась вырезанной из камня, а его тело было окружено мощной аурой. Его оружием был толстый жезл с шипами, каждый шип которого выпускал электрические искры, заставляя людей не сомневаться в энергии, содержащейся внутри. 25 человек были пиковыми экспертами, и в пути они совсем не останавливались, преодолевая сотни метров за раз. Какой бы крутой ни была местность, она не отличалась от ровной земли в глазах этих людей. Хотя они двигались очень быстро, они не издавали никаких звуков. На таком большом горном хребте, на таком скрытом пути и тихо двигаясь вперед, у города чудес не было и шанса на сопротивление, даже если они знали, что их внешняя производственная территория вот-вот подвергнется нападению. В конце концов, в городе чудес не было много сил, которые они могли бы использовать. Даже если бы они использовали все, что имели, они не смогли бы контролировать весь горный массив. Не говоря уже о том, что, если бы они разделили свои силы, защита города была бы еще слабее, что дало бы преимущество экспертам города боевых знамен. Хотя так было в теории. Все было на самом деле довольно странно. У командира орков было странное чувство, что за ним наблюдают, но не было никакого намерения убить ни с какой стороны. Кроме обычной серой птички на ветке недалеко от них, постоянно глядящей на хищников, не было ничего странного. Было ли это ошибкой? Так и должно быть. С такой скоростью и секретностью, а также с небольшим количеством их группы, даже если бы комитет чудотворной торговли был полон навыков, они не смогли бы их найти. Командир орков подумал так, прежде чем повести свою группу в долину. Теперь они были очень близки. Завод дирижаблей был в конце этой долины. Пока не уничтожат фабрику и сожгут все дирижабли, военная сила города чудес будет сильно ослаблена, именно поэтому великий полководец лично руководил этой атакующей командой. Вражеская цель зафиксирована. Великий командир орков посмотрел на выход в долину и уже видел фабрики по обработке кожи рядом с заводами дирижаблей. Он поднял свой жезл и крикнул: «Всем начать атаку, мы уйдем через 3 минуты». Да. Мозг орков был слабее, чем людей. Они даже не разведали местность до того, как великий командир отдал приказ атаковать. Вожди племен и воины вылетели как стрелы. Когда они вошли в долину, вокруг них были слабые колебания массива. Что? Орки обнаружили, что в скале у входа в долину было много талисманов. Эти талисманы работали вместе. Бесчисленные линии проникли в швы каменной стены, как вода, и гигантский энергетический массив появился в долине всего за 2 вздоха. Это высвободило ограничительную энергию, благодаря которой эти совершенствующиеся чувствовали, что их исходные духи подавлены. Это плохо, это засада. Лицо командира орка упало. Отступаем. Орки, которые напали первыми, быстро перестали двигаться. Хотя их исходные духи были временно запечатаны, эти люди не были обычными. Сначала они остановились, а потом быстро побежали назад. Когда их ноги упали на землю. Они были готовы использовать все свои силы, чтобы сломать ограничения. В это время внезапно возникло мощное колебание энергии, исходившее из-под их ног. Эти люди даже не успели среагировать, когда их проглотил энергетический взрыв. Этот взрыв был очень сильным и охватывал большую территорию. Было ясно, что они были непосредственно убиты. Несколько экспертов-орков, оказавшиеся в эпицентре взрыва, были разорваны на части, а другие были залиты кровью и получили тяжелые ранения. Волна энергии от взрыва фактически достигла области в несколько сотен метров. Скалы и растительность были непосредственно разорваны, и даже другие пострадали от этого. Великий командир орков почувствовал странную ауру. С обеих сторон они заходят с обеих сторон. Были большие силуэты, которые появились с обеих сторон, поскольку несколько сотен человек активировали штормовые винтовки. Дуло разрушительных пулеметов поглотило прекрасное пламя, когда бесчисленные мощные энергетические пули упали, как дождь. Даже несмотря на сильные стороны этих людей, пораженные этой неожиданной и безжалостной атакой, большинство из них будут немедленно ранены.
Великий командир орков был переполнен яростью, когда он выпустил свою духовную энергию, сформировав толстый слой защитной духовной энергии, блокирующий этот град пуль. Он взлетел в воздух, как огненная стрела. Этот парень был экспертом преобразования души. Если бы он вступил в битву, никто не был бы его соперником. Наньгун Юнь уже поняла ситуацию по бесконечному количеству информации, поэтому с самого начала она была настороже против этого великого командира орков. Когда она увидела, как он напал, она даже не думала, и сразу же подняла свою переносную пушку и открыла по нему огонь. Пушка на плече Наньгун Юнь была сделана из нового поколения энергии, и ужасная отдача почти заставила Наньгун Юнь отлететь. Гигантское энергетическое пушечное ядро летело на великого командира орков. С этого расстояния. С этой скоростью. Несмотря на то, что великий командир орков находился в царстве преобразования души, он мог только блокировать эту атаку и не мог увернуться от нее. Луч света врезался в него в полете, и это создало большую дыру в земле. Хотя великий командир орков не был убит, он все же получил телесное ранение. Черт, его кожа действительно жесткая, эта атака не убила его. Наньгун Юнь отбросила раскаленную красную пушку и крикнула: «Тяжелая артиллерия, где тяжелая артиллерия?» Какого черта вы стоите в оцепенении? Вам все еще нужна эта старая леди, чтобы напомнить. Быстро взорвите их. Когда орки видели такое страшное оружие раньше? Эти несколько секунд застали их врасплох, и были подготовлены 4 тяжелых энергетических пушек. Страшный энергетический шторм в настоящее время бродил в долине. Эти тяжелые энергетические пушки были усиленными версиями пушек изначальной энергии. Хотя используемые оболочки были сделаны из белого кристаллического сырья, прочность была увеличена в несколько раз. Одного выстрела было достаточно, чтобы мгновенно убить культиваторов духа Земли и тяжело ранить культиваторов Небесного Духа. Теперь, когда 4 тяжелые пушки были готовы к стрельбе одновременно, каков будет результат? Бесчисленные штурмовые винтовки и пулеметы создали подавляющий огонь, который не позволил оркам вообще сопротивляться. 4 тяжелые пушки стреляли 3-4 раза, и вход в долину был немного увеличен. Кроме великого командира и нескольких более сильных членов, все орки были мертвы. Ха, вы все слишком бесполезны. Наньгун Юнь спрыгнула со скалы. Люди города чудес, пришло время получить заслуги за убийство врага. Следуйте за мной. Эксперты города чудес спрыгнули с обеих сторон, и элиты выбежали из долины. Великий командир орков был встречен этой дикой осадой. Так как же он мог сопротивляться после тяжелой травмы? Наньгун Юнь отрубила голову великого командира орков и подняла ее высоко в небо. Вражеский лидер мертв. Люди города чудес вспыхнули в восклицаниях. Битва на этой стороне началась. Тщательные планы города боевых знамен теперь были в руках города чудес. Каждая группа, которая пыталась проникнуть внутрь, была окружена войсками города чудес, и ни одна из них не сбежала. Эта команда была полностью уничтожена, город чудес выдавал награды на основе заслуг. Местные жители, которые участвовали в этой битве, были записаны, и их либо повысили, либо наградили. Солдаты в армии не думали, что с ними будет такое обращение, в результате чего их моральный дух начал расти. Радар нежити имел такой эффект после того, как его просто испытали, наполнив сердце местных жителей уверенностью. Городу чудес вообще не нужно было беспокоиться о скрытых атаках. Мэн Цинву объявила, что все производственные районы будут перезапущены. Город чудес был в спешке после битвы, поэтому оживленная предыдущая сцена была быстро восстановлена. Мэнин снова была полна страха перед Чутянем. Эта вещь слишком сильная, мы больше не попадемся в засаду. Почему ты не использовал ее раньше? Чутянь беспомощно сказал: башня нежити требует большого количества материалов, богатых темной и смертоносной энергией. У нас мало таких вещей, но разве у нас не было выбора в этот раз? Мы не можем быть небрежными. После этих 2 горьких событий город боевых знамен наверняка будет в бешенстве. Когда все чувствовали себя довольными, только Мэн Цинву проявляла осторожное отношение. Армии города чудес недостаточно. Хотя у нас есть мощное оружие, еще не время начинать войну с другим городом. Чутянь улыбнулся и сказал: молодая мисс, ты всегда слишком волнуешься. Хотя комитет чудотворной торговли недостаточно силен, мы все же подготовили защиту. Даже если город боевых знамен действительно придет, у нас нет причин проиграть. Город боевых знамен понес тяжелые потери, возможно, они не посмеют действовать опрометчиво. Что молодая мисс думает, они будут делать дальше. Они обязательно попросят подкрепление, сказала Мэн Цинву с мягким вздохом. Это тоже одна из вещей, о которых я больше всего волнуюсь. У города чудес нет союзников в лесу хаоса, и вечный лес нам не поможет, но город боевых знамен отличается. Не говоря уже о том, что за городом боевых знамен стоят дикие горы, кто знает, отправят ли они экспертов или армию, чтобы вмешаться в это дело. Беспокойство молодой мисс было разумным.
Город чудес дважды продемонстрировал неожиданную силу. Хотя этого было достаточно, чтобы привлечь внимание различных держав, город чудес все еще был отрезан от всех, поэтому они могли зависеть только от себя, если что-то случится. Им повезло лишь в одном. Мэн Цинву посмотрела на небрежного человека в стороне. Город чудес и комитет чудотворной торговли все еще могли полагаться на Чутеня. Они могли только надеяться, что он снова сделает что-то удивительное в самый ответственный момент. Глава 482. Большой кризис. Великий командир города боевых знамен и команда полная экспертов были уничтожены всего за один день, ничего не добившись и не имея выживших. Если бы они сказали, что дело в цветочном городе было из-за закулисных методов и неизвестного оружия комитета чудотворной торговли, тогда как они могли объяснить провал на этот раз? Тот, кто запустил скрытую атаку, был городом боевых знамен, город чудес обладал не только сильной наступательной силой. У них также была непреодолимая защитная способность. В такой ситуации невозможно было снова ходить с поднятыми головами по лесу. У города орков не было никаких производственных способностей, они полагались главным образом на охрану, вымогательство и грабеж. Потерь города боевых знамен из-за этих двух поражений было слишком велико. Мало того, что они потеряли двух экспертов преобразования души, они также потеряли лицо города боевых знамен, в результате чего потеряли свой престиж. Как они могли получить плату за защиту сейчас? Городской лорд Као исчез после того, как узнал об этом, и никто в городе не мог найти его в течение нескольких дней. Он не вышел, чтобы предложить слова утешения, и не дал никаких планов контратаковать. Весь город боевых знамен обсуждал это горячо в течение 3 дней, прежде чем наконец появился Као. Он созвал весь совет для обсуждения, как решить свою текущую проблему. О чем тут говорить? Мы будем бороться с ними до конца. Соберем армию и уничтожим город чудес. Подавленный гнев руководства города боевых знамен наконец взорвался. Этот великий позор нужно было смыть кровью, иначе как город боевых знамен мог остаться в лесу. Као столкнулся с разгневанными генералами, и его лицо было очень спокойным, без каких-либо колебаний. Он использовал свои глаза, чтобы посмотреть на старого тролля, держащего трость и сидящего на первом сиденье слева от него. Этот вопрос также приводит меня в гнев, но это особый вопрос, поэтому все должны сохранять спокойствие. Это был гость и официальный представитель племени троллей Кена, который был главой штаба Као. После того, как вице-лорд и великий командир были убиты, положение Кена в группе Као возросло, и теперь он стал вторым человеком в городе боевых знамен. Мы потерпели неудачу, потому что недооценили город чудес. Мы не можем судить, сколько еще козырей припасено у города чудес в руках, поэтому мы не можем действовать опрометчиво. Кена, не слишком ли ты боишься города чудес? В городе боевых знамен есть сотни тысяч воинов, нам все еще нужно бояться какого-то города чудес? Даже если Кена был вторым человеком в городе боевых знамен, он все еще был аутсайдером, и его было нелегко принять. Особенно в ситуации, когда у каждого были разные мнения, и, естественно, эти офицеры опровергали бы его. Никто не говорил, что мы не будем сражаться. Као не обратил внимания на этих офицеров, которые продолжали кричать о войне. Пусть Кена выскажет свое мнение. Подчиняюсь городскому лорду. С импульсом города чудес и моральным духом их граждан окружающие племена не могут быть использованы и будут помогать только городу чудес. Даже если у города боевых знамен есть хорошо обученная армия, и мы пренебрежем несчастными случаями, которые могут произойти, и напрямую нападаем на город чудес, все равно будут 3 большие ошибки. Ерунда. Какие ошибки могут быть в нападении на город чудес? Ты вообще не из города боевых знамен. Кена полностью проигнорировал этих безмозглых парней и медленно сказал: во-первых, из 2 предыдущих выступлений город чудес не слаб, что является неоспоримым фактом. Сильная атака приведет к потерям, которые аннулируют прибыль. Во-вторых, мы не можем вести переговоры с городским лордом города чудес, и есть много людей, которые жаждут этот жирный кусок мяса. Эти ребята не предпринимают никаких действий, только потому что они наблюдают и ждут, чтобы мы сразились с городом чудес, после чего они смогут пожинать плоды. Но как мы можем следовать их воле? В-третьих, городской лорд города чудес был непосредственно назначен эльфийским королем, а вице-лорд города чудес является дочерью эльфийского короля. Если мы нападем, это неизбежно, что мы обидим эксперта Вечного Леса. Таким образом, используя все свои силы, чтобы сражаться до смерти с городом чудес, это неразумно, и мы должны изменить нашу стратегию. Все генералы-орки были полны праведного негодования. Но, думая об этом, слова Кена были не без причин. Као тихо спросил: «У тебя есть решение?» Кена поднял руки. Мы использовали методы, которые не начинали войну, чтобы заставить город чудес сдаться городу боевых знамен, но теперь этот метод можно считать неудачным.
Сейчас, когда методы, которые не начинают войну, не могут решить проблему, нам нужно сразиться, но нам нужно разработать специальную военную стратегию. Так, как они должны были воевать. Как они должны воевать? Этот подчиненный думает, что нынешняя ситуация такова, что один человек не может справиться с этим. Медленно объяснил Кена, есть много держав, которые жаждут город чудес в лесу. Они просто ждут, чтобы пожинать плоды после того, как мы сразимся и комитет чудотворной торговли ослабнет. Как насчет того, чтобы найти другие силы для совместной работы и борьбы с городом чудес, делясь преимуществами? Это уменьшит вероятность неудачи и увеличит наши шансы на победу, а также позволит избежать лишних забот. Као закрыл глаза. Как мы будем делить прибыль? Города, работающие с городами, державы, работающие с державами, это не было странным в лесу хаоса. Проблема заключалась в том, что у каждого были свои заботы, и они хотели получить больше прибыли для себя, поэтому было трудно делить вещи равномерно. Город, сокровища, ресурсы и исходные камни, которые нам не нужны, пусть они сражаются за это, медленно произнес Кена. Мы будем использовать людей во имя мести, используя этот шанс, чтобы схватить городского лорда Чутеня из города чудес и ключевой персонал для их производственных и исследовательских областей. Крупные лесные города не знают истинной ценности города чудес и видят только поверхностные преимущества. Мы позволим им сражаться за сокровища и землю, и мы сможем избежать больших проблем, отказавшись от этой горячей картошки, а также избежав жадности других сил. В будущем все технологии Комитета чудотворной торговли будут использоваться городом боевых знамен, и будет уже слишком поздно, когда они обнаружат это. Орки смотрели друг на друга в полном смятении. Когда при нападении на город им не нужно было грабить, а только похищать людей. Хорошо. Као открыл глаза. Этот вопрос будет оставлен на твое усмотрение, я хочу увидеть результаты как можно скорее. Этот подчиненный не подведет ожидания городского лорда. Кена покинул город боевых знамен, чтобы отправиться в другие города в качестве посланника. Взрывная новость прошла через лес хаоса. Город облачного конца крылатой расы выслал 100 000 солдат крылатой расы. Они походили на облако, которое заполнило небо, когда они направлялись к городу боевых знамен. В изумрудном городе расы зеленых гигантов сотни горных гигантов появились через горные хребты города. Они прорвались сквозь бесчисленные деревья и направились к городу боевых знамен, словно бульдозеры. Помимо этого, было еще больше новостей. Город духовных насекомых подземного мира отправил 100 000 солдат клана пауков, направляющихся в город боевых знамен. С этими необычными признаками, объединяющимися в одну, это указывало на одну новость. В лесу должна была разразиться большая война, за облачным концом крылатой расы находился хребет дракона. Позади изумрудного города зеленых великанов находился горный хребет великанов. Подземный мир подчинялся таинственной паучьей королеве. Другими словами, кроме морской расы Западного моря и эльфийской расы Вечного леса, почти все сверхдержавы в лесу хаоса собрались вместе, направив свои копья на город чудес. 4 города в этом союзе, кроме таинственных духовных насекомых подземного мира, о которых никто не знал, остальные 3 города считались большими городами в лесу хаоса. Даже если бы комитет чудотворной торговли столкнулся с кем-то из них в одиночку, у них не было бы больших шансов на победу, поэтому не было необходимости упоминать о 4 из них сразу через несколько дней в городе боевых знамен. Армия из сотен тысяч воинов простирается на десятки миль. Крылатая раса была похожа на человеческую расу, но у них была пара гигантских птичьих крыльев на спине. Они были редкой воздушной разумной расой, естественно, обладающей способностью летать. Сотни тысяч участников крылатой расы могли подавить город чудес, разрушая оборону и объекты с неба. Зеленые гиганты были под видом расы гигантов. У них были сильные мускулы и темно-зеленая кожа, а обычно они достигали более 3 метров. Их строения не уступали варварам, людоедам или минотаврам с огромными мышцами, в которые лезвием было трудно войти. У них также была бесконечная сила, которая была сопоставима с берсерками. Если одновременно атакуют 100 000 зеленых гигантов, то эту ужасающую картину трудно представить обычному человеку. Воины расы пауков также не были слабыми. Они были хороши в обращении с ядом, делали ловушки, обладали сильной способностью выслеживать, а также были способны копать землю. Они могли атаковать врагов из-под земли с помощью землетрясений, от которых было почти невозможно защититься. Наконец, была армия орков города боевых знамен. Орки были жестокими в битве и определенно огромной боевой силой на поле боя. Альянс на этот раз может покрыть небо и землю. Собранная боевая сила была абсолютно подавляющей, и город чудес не мог дать отпор. Лидер крылатой расы прямо заявил: «Мы хотим руду и материалы города чудес». Лидер расы зеленых гигантов сказал: «Город чудес будет передан нашему изумрудному городу». Лидер расы пауков сказал: «Раса пауков заинтересована в шахтах и подземном исследовательском центре города чудес».
Хорошо, хорошо, вы все пришли издалека. Конечно, я не могу позволить вам понести убытки. Као поднял свою чашу с вином высоко и громко сказал: «Давайте выпьем это вино и разрушим город чудес одним махом, навсегда исключив их из карты леса хаоса. Хорошо, уничтожим город чудес. Изгоним этих чертовых людей из леса». Когда несколько лидеров увидели, что город боевых знамен не хочет никаких выгод, они почувствовали, что это странно, и в то же время были удивлены. Это должно быть потому, что после 2 поражений город боевых знамен не заботился о каких-либо преимуществах. Самым важным для них было уничтожить город чудес. Чтобы восстановить их репутацию, союзная армия 4 городов была официально сформирована. Об этой коалиции не было слышно более 100 лет. Лес был полон странствующих племен, но теперь все были сосредоточены на этой армии. Там не было никакого выбора. Город боевых знамен был жестоким, а союзная армия была слишком сильной. Эти 4 города можно считать первоклассными городами с экспертами, как облака, и могущественными армиями. Зеленый город можно было считать второсортным или третьесортным городом, и теперь, когда он был переименован в город чудес и перешел во владение Чутеня, сколько изменений могло произойти за этот короткий период времени, даже если бы они использовали все свое оружие, а город чудес развернул все свои войска, было невозможно остановить элитные войска 4 городов. Город чудес наверняка будет побежден на этот раз. Это произошло потому, что перед этой огромной силой у города чудес не было союзников. И вечный лес не станет им помогать. Все было бесполезно. Бесчисленные разбойники леса и местные жители были вынуждены присоединиться, достигнув нескольких сотен тысяч. Почти все большие и малые державы в этом районе нацелили свои мечи на город чудес. Это был беспрецедентный крупный кризис. Город чудес может быть разрушен в одно мгновение. Глава 483. Семя надежды. Вивиан сообщила о ситуации с ее проектом. Старший брат Чутянь, я уже выполнила свою задачу. Неужели? Чутянь был занят усилением божественных слуг, но остановился, когда получил звонок от Вивиан. Твоя скорость неплохая, эта заслуга будет записана. Иди и отдохни. В долине города чудес Чутянь создал массив по сбору духовной энергии. Сосредоточив здесь большую часть духовной энергии города чудес, это было не хуже 6 духовных гор Великого Джоу. Это место даже не уступало заветным тренировочным площадкам на континенте. Духовная энергия в хребте чудес рассеялась, и вся собралась в этой долине. Поэтому это сделало долину еще более чистой, и здесь теперь даже стало возможным выращивать бессмертные травы. Чутянь чувствовал, что он был в раю, когда он прибыл в долину. Долина была заполнена цветущими цветами, и племя цветочных фей переместило сюда половину садов цветочных фей. Десятки тысяч трав в городе чудес теперь в основном сажались племенем цветочных фей. Это место было скрытым садом города чудес. В саду чудес было несколько сотен цветочных фей. Цветочные феи были в стороне от мира, и им нравилась такая среда. Этот сад чудес был преобразован Чутянем, поэтому этот сад, наполненный духовной энергией, теперь считался домом для цветочных фей. Взгляд маленькой лисы упал на область медицины, но он был заблокирован группой цветочных фей. У Лулу были 2 руки на талии, когда она стояла перед маленькой лисой. «Маленькая лиса, ты снова здесь, чтобы украсть еду? Тебя не волнует, что тебя побьют?» Чутянь наклонился, чтобы поднять маленькую лисицу за шею, и показал слабую улыбку Лулу. «Мы не виделись несколько дней, вы приспособились к жизни здесь». «Ва, неужели ты снова здесь?» Кричали Лулу и другие цветочные феи. Все они пролетели над ним и окружили его, продолжая говорить: «Это место очень хорошее, оно ничем не хуже садов цветочных фей. Более того, мы часто снимаем фильмы и есть духовное пространство, поэтому жизнь здесь интереснее, чем раньше. Только старший брат Чутянь действительно совсем не приходит к нам. Может быть, ты уже забыл нас? Извините, я буду приходить чаще в будущем». Чутянь быстро сказал это, прежде чем направиться к центру сада. Это была пустая область, которая была специально очищена. Она была около 100 метров, и на ней был массив в форме гексаграммы. Если присмотреться, они увидят, что этот массив является массивом, который захватывает пространство, и одной из основных технологий для космического склада. Массив гексаграммы представлял собой шестисторонний массив, который был очень сложным и позволял ему захватывать 6 различных пространств и складывать их вместе. Массив был окружен травой, вокруг него было несколько серебряных энергетических колонн. Каждая была около 10 метров в высоту, похожая на высокую башню. Они использовались, чтобы обеспечить энергию для массива. Чутянь подтвердил, что проблем не было. Вивиан работала довольно осторожно. «Пусть ваши сестры придут», — сказал Чутянь Лулу на стороне. «Мы собираемся начать работать». У Лулу и цветочных фей были серьезные выражения.
Они знали, что то, что Чутянь хотел сделать, было тем, чего цветочные феи хотели достичь в течение 1000 лет. Если бы Чутянь действительно мог это сделать, он был бы великим человеком, сотворившим чудо. Сначала принесите семя. Да. Лулу вытащила на первый взгляд обычное семя. В этом семени не было ничего особенного, он выглядел как маленький камень, который можно было поднять возле любой дороги. Пожалуйста, поместите семя в центр. Весь этот процесс потребует энергии цветочных фей. Цветочные феи аккуратно поместили его в центр массива. Несколько сотен цветочных фей, окружавших семя, подняли руки, и вышел слабый свет, окруживший семя и медленно проникающий в него. Не было никакого эффекта вообще. Сущность внутри цветочных фей могла питать бессмертные травы, но сейчас никакого эффекта не было. Как будто это был просто обычный камень. В это время Чутянь активировал массив. 6 различных пространств были захвачены массивом, и примитивная космическая аура непрерывно извлекалась изнутри, наконец направляясь к центру. Подобно губке, впитывающей воду, семя мгновенно поглотило всю космическую ауру. Через несколько минут мягкий треск, который было трудно уловить, прозвучал, когда поверхность камня потрескалась, создав небольшую трещину. Внезапно появилась несравненно сильная энергия, которая была выпущена изнутри. Чутянь почувствовал, как эта сила движется вперед, и он почувствовал, что все его поры и меридианы открылись. Насколько древней и чистой была эта жизненная энергия. Ах! Есть реакция. Все цветочные феи кричали от радости, когда произошли эти небольшие изменения. Чтобы позволить этому камню полностью расцвести, понадобится не один день. Чутянь чувствовал следы энергии, протекающие через его меридианы, было неизвестно, какой эффект это даст, если ее будет больше. Интересно, это было легендарное древо жизни. Чутянь сказал Лулу: есть только один шанс, будет намного сложнее разбудить семя, если мы сейчас потерпим неудачу. Вы должны собрать всю свою сущность и не останавливаться, даже если небо упадет, понимаете? Да. Мы обязательно добьемся успеха. Голоса цветочных фей немного дрожали. Пробудить семя древа жизни — это была их мечта на протяжении тысячелетий. Когда Чутянь нашел Вивиан, она ела фрукты вместе с Мэн Ин и Нангун Юнь. Старший брат Чутянь, как оно? Ты проделала хорошую работу. Этот период времени был утомительным для нее, но другого выбора не было. Кто сказал комитету чудотворной торговли иметь всего 3 людей с пространственной энергией? Чутянь определенно не будет делать это лично, а зеркало Мэнин будет иметь только половину силы. Так кто еще может это сделать, если не она? Это было очень утомительно, но делая то, что могла сделать только она, Вивиан чувствовала себя очень гордой. По крайней мере, это было лучше, чем целый день работать в форте городского лорда, ведь с точки зрения управления городом она даже не могла сравниться с одним из пальцев Мэн Цинву. Что старший брат Чутянь хотел сделать? Неужели он действительно думал, что сможет пробудить семя древа жизни, будь то цветочные феи, эльфы или трианты? Для них это было невозможно на протяжении десятков тысяч лет. За последние несколько дней произошло так много всего. Эти зеленые лягушки заслуживают этой неудачи. Вивиан злобно проглотила фрукт. Вероятно, она относилась к этому фрукту как к городскому лорду Као и использовала свои зубы, чтобы откусить его, нападать на наш город чудес, он устал жить. Верно, верно. 2 девушки кивнули. Город чудес с каждым днем становился все более и более процветающим. Город чудес был не просто городом, управляемым комитетом чудотворной торговли. Это был идеальный дом, созданный всеми, кто работал вместе, поэтому каждый был полон привязанности по отношению к городу. «Дамы, господин, извините, что беспокою вас». Голос 0 донесся из динамика в комнате. У вице-лорда города есть срочный вопрос, и она попросила вас встретиться с ней. У Мэн Цинву было что-то срочное, эти люди не смели задерживаться. Вивиан воспользовалась телепортом, и они прибыли в зал заседаний. Чутянь увидел фигуру, которую не видел уже несколько дней. Обладая богатой фигурой, белыми волосами и чертами духовного зверя, она была красавицей Лисой Деларес. Деларес была финансовым директором города чудес и отвечала за караваны. Она должна быть снаружи сейчас, так почему она вдруг вернулась? Вероятно, она использовала драгоценный свиток возврата, чтобы мгновенно вернуться в город. Глядя на ее усталую и нервную внешность, а также на серьезное выражение лица Мэн Цинву, возможно, произошло нечто невероятное. «Молодая мисс, что-то случилось». «Это не маленький вопрос», — сказала Мэн Цинву. «Сначала послушайте доклад, который венула Деларес». Караван Лис упорно трудился, чтобы создать несколько сделок, но все они решили разорвать отношения с городом чудес за одну ночь и даже преследовали наших листорговцев.
Деларес сообщила, что произошло за последнее время. Я спрашивала о причине, и все они заявили, что решили присоединиться к армии 4 городов, чтобы напасть на город чудес. Армия 4 городов? Мэнин чувствовала, что это было немного странно. Откуда появилась эта армия 4 городов? Вы этого не знаете, но недавнее выступление города чудес сделало окружающие силы завистливыми. Благодаря быстрому развитию и быстрому росту мощи Комитета чудотворной торговли у некоторых крупных держав возникло давление, поэтому мы стали объектом общественной критики. С серьезным лицом сказала Деларес: город боевых знамен, изумрудный город, город облачного конца, а также подземный город, эти 4 города заключили союз, собрав по крайней мере 500 тысяч человек, которые являются их элитой. Самое страшное в том, что их импульс слишком силен, и есть много крупных племен и местных жителей, которые присоединились к ним. Их армия все еще расширяется, и я думаю, что она превзойдет 1 000 000. Все были ошеломлены. 1 миллион. Армия в 1 000 000 — это были объединенные силы 4 городов, у города чудес не было шансов на подобную победу. Какова текущая ситуация со сбором? Мэн Цинву быстро спросила: сколько времени у нас есть на подготовку? Нет времени. Когда я вернулась, армии 4 городов уже собрались, и местные племена должны были отреагировать. Деларес сказал с пессимистическим взглядом: город чудес был преобразован из зеленого города карликов, он слаб как с точки зрения городской обороны, так и альянсов, и мы не можем найти новые альянсы сейчас, поэтому мы не можем бороться против них. Наша текущая ситуация очень плохая, в этот раз у Комитета чудотворной торговли большие проблемы. Мэн Цинву догадалась, что город боевых знамен будет искать помощи извне, но она никогда бы не подумала, что они соберут такую большую силу. Город чудес попал в беду. Это было просто уничтожение. Что делать? Что они должны делать? Все посмотрели на Чутяня. Кто бы мог подумать, что Чутянь протянет руки: не смотрите на меня так, я не бог. С объединением 4 крупных городов, даже если у меня есть метод смены небес, у меня нет времени что-либо поменять. У Чутяня не было метода. Неужели у города чудес не было никакой надежды? Лицо Деларес мгновенно побледнело. Лопнет ли вся их работа, словно пузырь? «Не волнуйтесь так сильно, в конце концов, путь все еще есть», — внезапно сказал Чутянь с глубоким смыслом. «Вивиан, можешь переместить меня в Вечный лес?» «Ты хочешь пойти в Вечный лес?» «Люди не могут войти в это место. Зачем тебе идти туда?» «Я чувствую, что пришло время серьезно поговорить с эльфами». Глава 484. Прерывание связей. Казалось, это был единственный выход. Пришлет ли Вечный лес помощь? Эти старые эльфы остались в стороне от всех конфликтов, не говоря уже о том, что за теми, кто напал на город чудес, были все державы леса. Но если Вечный лес и эльфы не примут участие, для них было почти невозможно победить в этой битве. Чутянь беспомощно махнул рукой: несмотря ни на что, мы все еще должны попробовать. В противном случае мы просто будем ждать смерти. Вивиан кивнула, несколько секунд колеблясь. «Хорошо, давай попробуем». Мэн Цинву была в недоумении. «Чутянь, ты действительно собираешься просить этих упертых стариков в Вечном лесу?» «Думаешь, я шучу? Кроме Вечного леса нет других сил, которые могут нас спасти. Сможешь ли ты убедить их?» «Неважно, смогу я убедить эльфов или нет, они обязательно отправят свои войска». Откуда появилась уверенность Чутяня? Он был уверен, что эльфы спасут город чудес. Город чудес будет доверен всем вам. Чутянь похлопал Вивиан по плечу. «Лучше всего поспешить, поехали». Вивиан прорезала пространство без единого слова, и они сразу же были перенесены на несколько сотен метров. Хотя город чудес был далеко от Вечного леса, с пространственными способностями Вивиан это расстояние ничего не значило. Когда Вивиан почти использовала все свои силы, они появились за пределами Вечной долины. Там была небольшая белокаменная дорожка, покрытая флуоресцентным мхом. Вивиан указала на дорогу и сказала: «Это единственный вход в Вечный лес». Среда Вечного леса была очень особенной, она была похожа на некое секретное пространство. Кроме этого белого пути, не было другого входа в Вечный лес. Даже если кто-то отклонится на полфута, но пойдет в том же направлении, он никогда не достигнет Вечного леса. Поскольку пространство Вечного леса было особенным и был высокий уровень барьера, маленькая белая дорога была единственным входом, который также превратил Вечный лес в уединенный рай. Эльфы жили внутри в свободном и богатом мире, становясь в стороне от мира. Вивиан немного не хватало уверенности. «Если я приведу тебя, это уже нарушит правила клана. На Вечном малом пути будут эльфийские эксперты, так что сможем мы войти или нет, будет зависеть от удачи». «Хорошо, давай попробуем и посмотрим».
Вивиан видела, что Чутянь от начала и до конца была уверена в себе, словно он держал все в ладони, заставляя ее сердце чувствовать себя уверенно. В этом мире не было ничего, что старший брат Чутянь не мог сделать. Так как старший брат Чутянь был уверен в себе, они бы сделали все возможное. В худшем случае их поймают и запрут на несколько десятилетий, но что если они действительно смогут спасти город чудес? Стойте! Кто вы? Когда Чутянь только продвинулся на несколько метров по небольшой тропе, вокруг него появилось чувство холода. Несколько десятков эльфов появились из ниоткуда, и у каждого был заряженный лук. А у двух людей впереди были мечи, направленные на Чутяня. Стражи Вечного Леса Вивиан быстро подошла и сказала: «Не поймите нас неправильно. Я привела его сюда. Ваше Высочество, принцесса Вивиан». Одна из ведущих женщин-эльфов, которая выглядела довольно зрелой, была немного удивлена. «Почему вы привели человека на Вечный Малый Путь? Разве вы не знаете, что это серьезное нарушение правил клана? Хотя вы дочь короля эльфов, Совет эльфов по-прежнему устанавливает правила в Вечном Лесу». Вивиан быстро объяснила: «Это городской лорд города чудес Чутянь, назначенный королевским отцом для управления и развития города нашего Вечного Леса, поэтому он является частью Вечного Леса. Это не считается нарушением». Этой причины не хватило даже, чтобы убедить себя, не говоря уже о стражах Вечного Леса. То, что Вивиан никогда бы не подумала, это то, что когда эльфы услышали имя Чутяня, их глаза загорелись. «Ах, это знаменитый господин Чутянь? Опустите оружие, опустите оружие. Это ошибка». Глаза Вивиан широко открылись. Этого не может быть, Чутянь тоже был очень удивлен. Разве эти эльфы не ненавидели людей так сильно, что хотели их порезать? Эти эльфы были такими вежливыми, потому что он был слишком красив. Ведущая женщина-эльф посмотрела на Чутяня глазами, полными трепета. «В нашем Вечном Лесу много вещей от Комитета чудотворной торговли. Всем особенно нравятся проигрыватель и магнитное звуковое устройство. Жаль, что здесь нет сигнала, поэтому мы должны тайно идти в места с сигналом только для того, чтобы получать трансляцию Комитета чудотворной торговли». Правильно. Другой эльф сказал: «Когда вы привезете раздатчик сигнала в это место, тогда все будет гораздо проще». Хорошо, хорошо. Чутянь засмеялся, но мы столкнулись с некоторыми проблемами. Могут ли эти старшие сестры впустить нас? Эльфы немного колебались. Вечный лес никогда не впускал людей раньше, мы должны сначала доложить его величеству королю эльфов. Пожалуйста, подождите немного. Сказав это, эти эльфы улетели. Вивиан редко приходила в Вечный лес, но она никогда бы не подумала, что у продуктов Комитета чудотворной торговли будет столько клиентов среди эльфов. Именно из-за этих продуктов эльфы получили более широкое представление о Чутяне и Комитете чудотворной торговли. Возможно, они действительно могли бы помочь. В конце концов, эльфы, сообщившие о Чутяне, не вернулись, а скорее 100 эльфийских стражников в темных золотых доспехах и длинных мечах вылетели. Они немедленно окружили Чутяня и Вивиан. Лицо Вивиан утонуло. «Что вы делаете? Разве вы не знаете, кто мы?» Эльфийские стражники ничего не сказали, послав их обоих в Вечный лес. Хотя его положение не выглядело хорошо, Чутянь был единственным человеком, который вошел в Вечный лес за десятки тысяч лет. Вечный лес был наполнен обильной жизненной силой, поскольку солнце освещало свои теплые лучи по всему лесу. Миллионы эльфов жили в домиках на деревьях, ни о чем не заботясь. Прекрасная эльфийская песня распространялась по всем уголкам леса. Дворец эльфийского короля выглядит великолепно, свисая со скалы, покрытой водопадами. Он был выточен из чистого белоснежного нефрита, и каждая деталь была наполнена невообразимым художественным и культурным значением. Чутянь не успел должным образом оценить это, прежде чем его послали перед советом эльфов. Несколько десятков эльфийских старейшин уже присутствовали. Самому младшему было около 40 лет, и он излучал ауру такую же нежную, как нефрит. Как будто каждый дюйм его тела был комбинацией неба и земли, соединяющихся вместе. Королевский отец. Вивиан держал охранник за руку, когда она громко кричала: «Пусть эти ненавистные парни отпустят нас». Эльфийский король покачал головой с горькой улыбкой. «Вивиан, зачем ты пришла сюда? Может быть, ты не знаешь, что Вечный лес — это не место, куда вы можете случайно прийти?» Спикер Августа холодно встал. Несанкционированный вход Вивиан в Вечный лес уже является серьезным нарушением правил клана, и теперь она даже привела постороннего. «Ты манипулирующий человек, Чутянь. Может ли быть так, что молодые люди становятся все более и более неуправляемыми? Ты просто грешник, который нарушил правила эльфов, которым 10 тысяч лет. Я не исследовал, почему вы пришли в Вечный лес, так для чего вы здесь? Если вы не дадите разумного объяснения, вы не должны думать об уходе». Хотя он уже знал, что эльфы упрямы,
он никогда не думал, что они будут такими упрямыми. Похоже, Улис еще считался неплохим. Чутянь сказал спокойным голосом: «Я здесь, чтобы извиниться». Эти слова не просто ошеломили Вивиан, но и заставили короля эльфов, Улиса и даже спикера слегка встать в ступор. Чутянь пришел в Вечный лес, чтобы извиниться. Чутянь продолжил, сказав: «Я подвел большое доверие эльфийского короля и не смог сохранить в безопасности город, поэтому я здесь, чтобы извиниться». Августа посмотрел на эльфийского короля рядом с ним. «Город? О каком городе идет речь?» Король эльфов беспомощно ответил: «Он имеет в виду зеленый город». «Ваше Величество, вы фактически дали зеленый город человеку, чтобы управлять им». Августа показал недоверие. «Этот город не принадлежит эльфам. Какая у вас квалификация для его обработки?» Не говоря уже о том, что, даже если он принадлежит эльфам, решение о переносе города должно быть принято после того, как Совет обдумал и проголосовал. Вы тайно переносите этот город, не следуя нашей демократической системе. Это кощунство по нашему эльфийскому этикету. Наш великий предок Фама сказал, что демократия превыше всего. Чутянь верил, что этот старый эльф будет продолжать в течение 3 дней, если он позволит ему продолжить говорить, поэтому он быстро закашлял. Город находится на грани смерти, и я не смогу защитить его, поэтому мы надеемся, что лорды Совета эльфов смогут вернуть город, а также спасти миллионы жителей города чудес. Эльфийский король с хмурым видом спросил: «Что случилось?» Чутянь честно рассказал ему о том, что произошло недавно. Прямо сейчас город боевых знамен, город облачного конца, изумрудный город и подземный город объединились, чтобы напасть на город чудес. Только сила Вечного леса может переломить ситуацию. Я готов вернуть город, я просто прошу короля эльфов и различных членов Совета эльфов спасти невинных граждан города чудес. Брови эльфийского короля сжались еще глубже. Августа тут же вскочил и сказал: «Этот город не был одобрен Советом эльфов, поэтому он не принадлежит Вечному лесу, как эльфийская раса может быть вовлечена в войну за незаконный город. Эльфы не сражались много лет, мы — миролюбивая раса». Для того, чтобы сделать его слова более убедительными. Августа добавил: «Факты доказывают все. Независимо от того, что заставляет сражаться в лесу за эти годы, эльфы никогда не были затронуты, поэтому нам не нужно заботиться о том, чтобы получить больше городов или земель, особенно городов, которые могут вызвать хаос или битву. В связи с тем, что вы приехали спасать своих граждан, мы освободим вас от обвинений в любых преступлениях в Вечном лесу, но, пожалуйста, немедленно уходите, наш Вечный лес не приветствует людей». Все остальные члены Совета эльфов кивнули. Как будто они боялись, что город чудес нарушит мир Вечного леса. Вивиан горько улыбнулась, Совет эльфов был таким упрямым. Кто мог убедить их отправить свои войска? Теперь пришло время посмотреть, что у Чутяня есть в рукаве. Чутянь широко раскрыл глаза. Вечный лес действительно не спасет город чудес. Мы не будем. Вечный лес действительно отпустит город чудес. Этот город нелегитимен. Хорошо. Чутянь выразил трагическое выражение. Вечный лес не принимает город чудес, поэтому я приглашаю членов Совета эльфов подписать со мной договор, позволяющий городу чудес и Вечному лесу прервать все связи. Отныне город чудес будет принадлежать мне. И, несмотря ни на что, эльфы не могут использовать какие-либо оправдания или причины для вмешательства в город чудес. О чем думал мозг этого человека, Чутянь сказал с отрешенным взглядом. Поскольку Вечный лес не хочет принять город чудес в этот последний момент, почему город чудес должен сражаться со знаменем Вечного леса? Я хочу, чтобы граждане боролись за себя в этот последний момент. Августа даже не думал об этом. Так и должно быть. Вы не можете сожалеть об этом потом. Эльфы — это раса, которая следует правилам, мы не можем. Хорошо, хорошо, тогда подпишите. Под наблюдением Чутяня Совет эльфов подписал самый быстрый контракт в своей истории. Они подписали контракт с человеком, заявив, что город чудес не был признан Вечным лесом, и они признают автономию города чудес, что делает город чудес независимым городом. Поскольку это так, этот скромный человек прощается с вами. Чутянь посмотрел на Вивиан и сказал: «Поскольку это будет опасно, я прошу принцессу остаться в Вечном лесу». Сказав это, Чутянь исчез после того, как вынул свиток, оставив ошеломленную Вивиан. Глава 485. Злоумышленники достигают города. Чутянь прошел весь путь до Вечного леса, чтобы разорвать отношения с эльфами. Слишком странно, как он собирается спасти город чудес. Вивиан вынула свиток и хотела активировать его, но Агаста слегка взмахнул, и свиток вылетел из ее рук. «Что ты делаешь?» Вивиан была похожа на кошку, которой наступили на хвост «Верни мне свиток». Город чудес больше не связан с Вечным лесом. Как эльфийская принцесса может оставаться с группой людей?
Агаста схватил свиток и произнес голосом, наполненным яростью, не говоря уже о том, что в городе чудес сейчас очень опасно. Для безопасности принцессы, пожалуйста, немедленно отделите себя от чутеня и тех людей. Я отделю твою голову. Вивиан пробила пространство ладонью, желая вернуть свиток назад. Вокруг ладони Агаста появился слой слабого золотого света, который отрезал силу Вивиан. Почему у эльфийской расы такая безрассудная и мятежная принцесса? Лицо Агаста утонуло. Ваше Величество, вы дисциплинировали ее слишком плохо. Вивиан была груба со старейшиной. Эльфийский король был немного неуклюжим, у него не было никакого способа справиться с этими эльфийскими антиквариатами. Тебе сейчас не нужно заботиться об этом. Поскольку ты вернулась, просто ненадолго оставайся в Вечном лесу. Даже королевский отец относится ко мне так. Я должна вернуться, город чудес нуждается во мне сейчас. Обратите внимание на ваши слова. Вы эльф и уже достаточно нарушили правил клана. Если бы они учитывались один за другим, возможно, вы были бы заперты на более чем 100 лет. Агаста тогда сказала, Совет эльфов не может позволить вам продолжать создавать проблемы. С этого дня вы узнаете 10 великих уставов эльфийской расы и 96 правил этикета. Когда ваше поведение достигнет стандарта для эльфов, Совет эльфов вернет вам вашу свободу. Даже если я умру в городе чудес, я не буду учить эти чертовы вещи. Это не тебе решать. Когда Вивиан хотела использовать свою силу, чтобы сбежать, Агаста уже предвидел действия Вивиан. Разница между ними была слишком велика, и исходный дух Вивиан был напрямую запечатан, она не могла использовать даже немного энергии. Уведите ее. Отпустите меня, королевский отец. Эльфийские стражники забрали Вивиан. Агаста повернулся к эльфийскому королю. Я прошу у вашего величества прощения, это ради будущего принцессы. Она еще молода и полна потенциала, но ее мятежная личность нуждается в совершенствовании. Будучи самой молодой принцессой эльфийской расы, она должна быть образцом для других детей. Что еще мог сказать эльфийский король? Хотя он был эльфийским королем по титулу, он был эльфийским королем менее века. С точки зрения престижа или влияния, как он мог сравниться с этим старым парнем, который управлял эльфийским советом в течение 500 лет, из десятков мест в Совете эльфов только 5 или 6 из них были на стороне эльфийского короля. Другие были консервативной фракцией во главе с Агаста и традиционной фракцией. Они считали сохранение эльфийского этикета в течение десятков тысяч лет самым важным, и их упрямые мысли не могли быть легко сломлены. Эльфийский король посмотрел на свиток в руке Агасты. Кажется, этот свиток обладает способностью к телепортации на большие расстояния, это технология, о которой раньше никогда не слышали. Этот человек по имени Чутянь даже имеет такие пространственные технологии. Боюсь, что люди растут тысячи миль в день. Наши предки учили нас, что это приносит лишь пользу жадности, и такое развитие событий принесет разрушение, сказал Агаста с презрением. Только вернувшись к природе и оставшись в стороне от мира, эльфы могут существовать десятки тысяч лет. Люди обладают своей мудростью, злоупотребляют военной мощью и чрезмерно развиваются. Они станут публичными врагами континента. Их день разрушения не за горами. Члены Совета эльфов кивнули на это. Слова спикера были правильными. Эльфы достаточно сильны, чтобы защитить себя, и лишняя сила лишь заставит людей потерять себя, впасть в резню и грех. Вивиан была запечатана внутри золотого бронзового дерева. Совет эльфов заставил ее изучить этикеты эльфийских статуй и книг, в общей сложности более 100 книг. Это раздражало ее, когда она жевала ручку и кричала: «Старший брат Чутянь, ты определенно плохой человек, ты фактически оставил меня здесь одну». Снаружи прозвучал голос: «Ваше Величество, почему вы здесь?» «Я здесь, чтобы увидеть Вивиан. Вы можете уйти, ничего не случится». «Понял». Эльфийский король вошел в дом на дереве и увидел, что Вивиан все еще зла. Он беспомощно улыбнулся и сказал: «Я не смогу помочь тебе, если ты все еще злишься, зачем Чутянь оставил тебя здесь? Я зла на всех вас. Вы двое заставляете меня хотеть взорваться от ярости». Вивиан чуть не подпрыгнула, когда сказала это. Одним из них был ее любимый королевский отец, а другим — ее уважаемый старший брат Чутянь, но они оба относились к ней так. Вивиан чувствовала, что ее отбросили, как она могла не злиться. «Глупая девочка, пробыв с Чутянем несколько месяцев, ты все еще не понимаешь его». Вивиан была ошеломлена. «О чем ты говоришь?» «Хотя я не знаю, что он делает, у него должна быть причина для этого». Эльфийский король посмотрел на Вивиан и сказал: «Что касается того, что это, я думаю, мы узнаем очень скоро». В самом деле, разум Вивиан был полон сомнений. Однако, думая о том, как Чутянь делал вещи, она чувствовала, что этот вопрос действительно был очень странным.
Может быть, Чутянь преднамеренно разорвал связи с Вечным лесом и бросил ее в Вечном лесу? Какова была его цель для этого? Может ли город чудес выдержать это? Может ли быть так, что старший брат Чутянь знал, что не сможет спасти город чудес, поэтому он послал меня сюда, чтобы дать мне убежище? Когда Вивиан подумал об этом, и ее сердце внезапно напряглось. В это время город чудес был полностью заполнен хаосом, потому что армия 4 городов уже прибыла. Несколько сотен тысяч солдат прибывали в город чудес с развивающимися флагами, покрывающими небо. У них была угрожающая аура, которая пронизывала все. Уничтожить город чудес. Над древними деревьями отразились крики, наполненные убийственными намерениями. Рассеянная армия заняла несколько десятков километров, и крылатая раса покрыла все небо. Среди них было несколько экспертов крылатой расы, и они могли достигать десятков тысяч метров. После того, как дирижабли атакуют, эти люди в крылатой расе, естественно, заметят их. Зеленые великаны были как маленькие движущиеся горы. Они были как зеленая волна, проталкивающая лес, сокрушающая все на своем пути, словно бульдозеры. Там было более 100 тысяч орков, едущих на боевых волках и гигантских леопардах, которые быстро продвигались вперед по левому и правому крылу зеленых великанов. Как только они встретят врага, кавалерия орков могла бы быстро прорвать врагов. Клан пауков отвечал за подполье, не давая городу чудес никаких возможностей. Такая сцена была редкостью в лесу хаоса. Все местные жители объединились и осудили город чудес, сказав, что у них были непростительные недовольства городом чудес. Они поклялись сражаться с армией 4 городов против города чудес, как будто город чудес убил всю их семью. Куда бы ни направлялась армия 4 городов, реакция была все больше и больше. Будь то местные племена или грабители, они не хотели упустить этот шанс. Город чудес был закончен, и в этом сражении не было никаких ожиданий. Это был все еще большой лесной город, который был основан в течение нескольких сотен лет, и богатство, накопленное внутри, заставляло людей пускать слюни. Так кто же не хотел взять долю этого пирога? Главным командиром этой битвы за уничтожение города был городской лорд города боевых знамен лорд Као. Као лично вел битву, показывая, насколько важен чудесный город. Они не хотели сокровищ, земли, ресурсов или оружия. Город боевых знамен должен был получить технологии города чудес. Отправьте приказ. Сначала 50 тысяч солдат крылатой расы атакуют окружающие горы города чудес, разрушая их оборону и захватывая те племена, которые подчинялись городу чудес. Захватите несколько точек опоры для нас, а раса пауков создаст временные базы. Да, городской лорд. Приказ был быстро передан вниз. Большая часть армии крылатой расы отделилась и заполнила небо, как саранча. Они атаковали горы, окружающие город чудес, с невероятной скоростью. Огненные шары, лопасти ветра, камни, различные атаки падали, как сильный шторм. Почти без каких-либо препятствий крылатая раса легко прошла через несколько оборонительных построек. Ха! Город чудес слишком слаб. На самом деле нет никакого сопротивления. Армия 4 городов без особых усилий захватила горы вокруг города чудес, потому что все местные жители в горах исчезли, не оставив ни одного человека. Это было немного странно, они сбежали, невозможно. Если они все сбежали, почему они вообще никого не видели по дороге сюда? У большинства этих племен были некоторые сбережения, как говорится, даже самый маленький комар имел бы мясо, и они не отпустили бы их, и если бы нашли. Но они вообще не видели этих местных жителей и не нашли ничего ценного, когда обыскивали их племена. Все ли они искали убежище в городе чудес? Странно, с армией и с таким видом давления. Окружающие силы на самом деле не сдались, но какое это имеет значение? Все они будут уничтожены в любом случае. Свыше 100 тысяч воинов-пауков прорвались через скалу, и за короткий промежуток времени они соорудили временные лагеря. Као привел основные силы, чтобы обосноваться. При поддержке различных ограничений и барьеров почти миллионная гигантская армия начала свою атаку на город чудес. Еще до того, как 4 города армия даже твердо поставили ноги на землю. Над нами что-то неизвестное. Это должно быть еще одно странное оружие из города чудес, холодно рассмеялся Као. Пусть армия крылатой расы позаботится об этом, город чудес выпустил несколько сотен ракет. Городские жители города боевых знамен понимали мощь этого оружия, и если оно попадет в их лагерь, это приведет к большим жертвам. Таким образом, люди крылатой расы немедленно вышли. Это была раса, известная своей скоростью, и эксперты истинного духа могли легко превзойти скорость света. Комитет чудотворной торговли только что разработал ракеты, и их было немного. Все они были уничтожены в воздухе лопастями ветра, и ни один не попал. Город чудес не имеет шансов. Као в настоящее время испытывает облегчение, увидев это. Армия 4 городов имела оборону на 3 фронтах. Крылатая раса была достаточно сильна, чтобы все оружие комитета чудотворной торговли утратило силу.
Город чудес в настоящее время опечатан, и они не могли получить подкрепление. Хотя их оружие было очень сильным, в такой ситуации, как долго они могли бы продержаться? Передайте приказ. Готовьтесь к первой волне атак.